Я координатор проекта Музея занимательных наук «Экспериментаниум». И, соответственно, хотелось бы немножечко рассказать вообще про то, что есть наш музей и как эта идея появилась. Открылись мы менее 2 лет назад, и когда вообще возродилась эта идея сделать музей, интерактивный музей, то, соответственно, мы посмотрели на то, как существуют сейчас музеи в московских реалиях, и столкнулись с некоторыми проблемами. Первая из проблем, которая бросалась в глаза на тот момент, это малая посещаемость музеев. Конечно, по поводу причин, почему это происходило, можно говорить долго, но факт остается фактом. В 90-е годы резко упала посещаемость московских музеев. И так как мы интерактивный музей, который посвящен технической и, естественно, научной сфере, то также проблемой для нас было, например, то, что выпускники школ редко выбирают для себя эти специальности и направления как профессия. И школьники, в принципе, считают, что такие учебные дисциплины, как биология, физика, химия, они очень сложные и очень серьезные, неинтересные. Соответственно, вот если такой стереотип был, то нужно как-то его ломать. Нужно как-то выводить детей, школьников, выводить студентов в новое русло. Как одно из препятствий мы увидели вот некоторую пресыщенность московской публики. Мы замечаем сейчас в социально-культурной инфраструктуре во всей, что есть концепция, сохранилась та же, люди требуют хлеба и зрелищ, но увеличились запросы. Сейчас очень большое количество досуговых центров, развлекательных. И также, если вот 20-30 лет назад был информационный дефицит, то сейчас наоборот. Мне очень понравилось понятие информационной паутины. И ребята, школьники, которые попадают в эту информационную паутину, она кажется им сложной, засасывающей. И благодаря тому, как много источников информации в данный момент, им нередко становится сложно в ней разбираться самим, как в свободном плавании. Мы руководствовались опытом зарубежных музеев. В Европе, в Америке существуют интерактивные музеи, например, Эксплораториум в Сан-Франциско или Экспериментариум в Копенгагене, в которых очень удачно сочетается формат музея, формат развлекательного центра и формат образовательного учреждения со своими кружками, секциями, направлениями, курсами и так далее. На самом деле, многим кажется, что это направление пришло к нам с Запада. Еще, на самом деле, в 1935 году в Ленинграде Яков Исидорович Перельман, книги которого многим из нас знакомы, создал Дом занимательной науки на Фонтанке. К сожалению, в 1942 году в блокадном Ленинграде дом был разрушен, восстановлению он уже не подлежал, и идея не то чтобы канула в лету, но, видимо, отложилась на долгий срок. Решив пойти по примеру Перельмана, абсолютно, мы столкнулись с тем, чего даже не ожидали. Посещаемость музея школьниками возрастает. Посещаемость студентами тоже возрастает. Мы допустили небольшую ошибку. Мы думали, что у нас будет семейный музей для школьников, в первую очередь ориентированный на детей. Практика показала, что это не так. Взрослые, которые приходят в такую среду, да, соприкасаются с такой атмосферой, чувствуют себя детьми и начинают играть, шалить. И все это в рамках музейного пространства. Как же удается и стоит ли вообще делать подобный симбиоз? Что он в себя включает? Музей подразумевает под собой постоянную и систематически пополняемую, систематическую меняющуюся экспозицию. Это важно. При этом экспонаты вот конкретно нашего музея, у нас девиз «трогать можно», поэтому экспонаты все обязательно должны трогать и ставить с ними эксперименты. Если мы посмотрим на музей ночью, когда света нет и ни одного посетителя нет в музее, то вряд ли это можно назвать экспонатами на всей нашей экспозиции. Это скорее просто груда каких-то приборов. Экспонат конкретный
добивается своей миссии, да, он выполняет свою миссию только когда рядом с ним находится какой-либо человек. И вот тогда происходит как раз-таки то, что мы можем назвать точкой удивления. Я немножко непонятно говорю, да? У ребенка точка удивления рассматривается очень легко. Попробуйте, например, взять 3-летнего ребенка, выйти с ним на улицу, увидеть, что прошел дождь и у нас лужи на асфальте, а через полчаса показать ему, что луж нет. Вот она, точка удивления, с которой начинается любопытство. Что произошло? Что происходит? Почему это происходит? И вот из этого вырастает интерес к науке. Вот именно из точки этого самого удивления вырастает интерес. Формат интерактивного музея, как ни странно, по-моему, в московских реалиях оказался весьма уместным. Причем сейчас мы наблюдаем прекрасную картину, как в том же Политехническом музее, в музее Тимирязевском, Дарвина, расширяются форматы, которые они могут предложить детям. Например, как на фестивале науки мы видим огромный поток желающих приобщиться к науке и ко всему, что с этим связано. Мне кажется, что вот миссия популяризации науки, она должна быть ключевой. Миссия донесения информации, наверное, может уйти на второй план. Если у человека пробуждается интерес, то, соответственно, в данной ситуации, в наших возможностях найти все, что с этим связано, и узнать. И нет предела развитию личности, если он заинтересован. Сейчас я хотела просто показать вам маленький эксперимент. Дело в том, что так как наш музей занимается в основном развитием направлений физика, химия и биология, то я для себя тоже кое-что уяснила. Из физики это очень... Спасибо большое. Из физики это простое понятие, что действие всегда равно противодействию. То есть если какой-нибудь очень строгий учитель очень сильно толкает ученика вперед, то ученик с той же силой пятится назад. То есть прямого воздействия такого мы не допускаем. Да? Мы вот в нашей цели заинтересовать человека. Ну а из курсов химии почерпнула совсем мало и знаю только о превращениях веществ. Превращение веществ в другое посредством соединения его с другим веществом. Ну вот, как я и говорила, по аналогии, у нас есть музейная площадка, это фонд, это экспозиция. Постоянная, меняющаяся изредка системная экспозиция. И есть два составляющих. Это образовательная часть, без которой у нас не может ничего происходить, поскольку это тот самый хлеб, который требует человек, да, требует развития личности. И зрелище, которое пробуждает интерес к этой самой деятельности. Ну и что же мы получаем? А получаем мы качественный новый продукт. Качественный новый продукт, который добавляет нам ярких красок в нашу жизнь и как раз-таки мотивирует вот ребят к тому, чтобы развиваться, развивать себя и развивать науку, развивать то пространство, в рамках которого мы живем. Так что спасибо большое за внимание.